Приветствую! Давайте изучим, каким образом использовать Center Pro для раздачи файлов гостям без использования интернета. Для этого нам необходимо иметь ноутбук с установленным Center Pro, а также Wi-Fi сеть. Настоятельно рекомендуется использовать свой роутер для создания сети и подключать его проводом к ноутбуку. Дело в том, что только так можно обеспечить высокую скорость и доступность сендера из Wi-Fi сети. Давайте перейдем в настройки. В первую очередь зайдем в отправку и выключим отправку по электронной почте, если мы ее не будем использовать. У нас пропала эта надпись. Далее перейдем в настройки путей и выберем папку, в которой у нас хранятся видео. В основных настройках есть параметр период действия в часах. Это очень важный параметр, он указывает, какое видео будет показано в галерее. Видео, созданное позже, чем указанное количество часов относительно текущего времени, отображаться не будет. Сохраняем наши настройки. Далее мы переходим в предустановки. Создаем новую предустановку. Можно назвать ее, например, не знаю, Wi-Fi. Сохраняем. Так, переходим в настройку публикации. Здесь у нас выбрана локальная ссылка и IP-адрес нашей локальной сети. Здесь мы выбираем IP-адрес, который соответствует соединению с нашей Wi-Fi сетью. Я хочу отображать в галерее два QR-кода. Первый для подключения к Wi-Fi, второй для скачивания файла. Сохраняю настройки. Далее я перехожу в настройки Wi-Fi QR-кода и здесь указываю имя моей сети, которую я создал на Wi-Fi роутере, или ее пароль. Можно перейти в галерею и посмотреть, как это выглядит. Вот мы видим один QR-код для подключения, второй QR-код для скачивания. Таким же образом у нас будут отображаться наши QR-коды в веб-галерее. В веб-галерее мы можем настроить размеры наших QR-кодов. Для этого перейдем в публикацию. Первая вкладка настройки. Здесь мы видим параметр размер. Если мы меняем размер нашего QR-кода, чтобы настройки применились, нам необходимо обновить страницу. Вообще, любые изменения в веб-странице в предустановке применяются к этой странице только по ее обновлению. Кроме страницы веб-галереи, у нас есть еще две страницы. Страница с последним видео и карусель. Там также можно отображать наши QR-коды. Я хочу отображать QR-код подключения к Wi-Fi. Так, скажем, возьмем с таким отступом относительно левого верхнего края. А QR-код файла с правой стороны, тоже с правого верхнего края. Откроем страницу с последним видео. Вот мы также видим два QR-кода. Эту страницу мы можем дополнительно забрендировать. Для этого переходим в предустановку в брендинг. Здесь мы видим вот страница с последним видео. Здесь мы можем выбрать фоновое изображение для нашей страницы, либо фоновое видео, настроить положение нашего видео, то есть сделать какие-то отступы сверху, снизу, справа, слева, а также поменять цвет QR-кода и подпись к нему. Давайте выберем какое-нибудь изображение, любое.
Так. И QR-код у нас пускай будет красного цвета. Обновим страницу. Вот мы видим наше фоновое изображение и наши QR-коды. У вас может работать галерея локально, а, например, через Wi-Fi сеть не открываться. Тогда необходимо проверить, действительно ли вы указали правильный IP-адрес в настройках. Внесен ли сендер в исключение вашего фаервола или выключен фаервол? Внесен ли сендер в исключение антивируса? То есть нужно убедиться, чтобы ничего не мешало соединению между устройством, подключенным к Wi-Fi сети, и ноутбуком с сендером. Спасибо за внимание.